Всем доброй ночи. Вот я немного ожила сегодня, очень устала за эти дни. Решила кое-что снять. Дорогие друзья, невзирая на мои наставления, на слова о том, что на самом деле любовь призывать не стоит, потому что она сама придет. В любом случае знаю, что многие женщины, это пусть я тут конфету грызет, тоскуют по мужскому вниманию. И, естественно, ходят туда-сюда. В любом случае, как бы я им ни объясняла, ни говорила, что основное количество людей, которые себя рекламируют как знатоки приворотов, эти привороты делать не умеют и просто зарабатывают деньги, не имеет никакого значения. Они все равно туда идут. Потом приходят, плачутся, что их обманули. Так вот, невзирая на то, что я такая злая тетушка, все же мне жалко этих женщин. И я понимаю их тоску. Мне иногда говорят: вы знаете, вы так относитесь отрицательно к любви, ко всему. Вот вы никогда не любили, не было у вас такой страсти, желания. Откуда вы знаете, что у меня было, чего у меня не было? Кто может вас наставить на путь истины, если не тот человек, который знает, какая большая ошибка показывать свои чувства? Ну, как говорится, хозяин-барин. Хотите, пожалуйста. Это очень сильный зазыв. Имейте в виду. И он очень быстро и хорошо работает. Ну, как и все остальные, в принципе. Но это просто по силе очень сильный. Но есть одно но. Этот человек должен быть не просто ваш сосед Вася. Этот человек должен быть тот мужчина, с которым у вас уже были постельные отношения. На другого тоже сработает, но не так, как хотелось бы. Учтите. Поэтому это нужно начитывать либо на своего любовника, либо на мужа, либо на человека, который с вами некоторое время побывал. В общем, без сексуального контакта нет смысла это проводить, потому что иначе вы искалечите мужчину. Он весь будет гореть от страсти, но не будет понимать, откуда идет этот удар. То есть вы ему испоганите все. Поэтому учтите, это должен быть мужчина, с которым вы спали. Давайте уж вещи назовем своими именами. И с которым у вас действительно реальные отношения. Потому что эта страсть, она если появится, то будет очень жгучей. Пойдемте далее. Что вам нужно? Гранатовый сок, 2 свечи, которые вы должны вот так вот вместе, значит, сжечь. Масло. Любое масло, которое вам нравится. Жожоба. Вот это жожоба. Можете розу, сандал, жасмин. Что вам хочется. Вот этим маслом. Потому что масло имеет определенную особенность. Усиливает энергетически все, что вы делаете. Не зря же есть духи, да, с афродизиаками, которые призывают, там, вызывают какие-то ощущения приятные. Ну, любовь не вызовет, но в любом случае некие приятные ощущения вызывают у мужчин. Далее, вот так вот намазали. Итак, гранатовый сок, масло, не духи, масло. Или масляные духи хотя бы. Восковые свечи, воск. 2 восковых свечи. Можно красные, можно черные, можно обычные. Значит, красная свеча, на которой вы с одной стороны пишете свое имя, с другой стороны его. Я здесь не написала, потому что я никого не призываю. Нет такой нужды просто.
Далее. Благовоние. Опять на ваш вкус и усмотрение. Какой вам нравится. Красная лента и красный мешок. Его фотографии. Без фотографии получится процентов на 40. Нужна его фотография. Обязательно. Когда пишут, а если нет фотографии? А если нет фотографий, то нечего ложиться с ним в постель. Ложитесь с теми, чьи фотографии у вас хотя бы есть, на всякий случай. Мой вам совет. Потому что весьма странно говорить, что это твой любимый, не знать ни его имени, ни фотографии, ничего. Очень интересно, правда? А уже захотеть его призвать. И горстка монет, которые вы оставите на перекрестке. Просто вот берете, сколько вам не жалко, вот так прямо горстку монет вместе с лентой. Я потом объясню, зачем и почему. В странах, где нету монет, где нет мелочи, купите мелкие камни. Ну, например, там различные камни, мелкие, настоящие камни, камушки. Полудрагоценные, они там не миллионы стоят на самом деле. И оставьте камни. Здесь заклинание на русском языке. Можете чуть-чуть приоткрыть окно, чтобы вот эта сила вся пошла туда. Здесь заклинание на русском языке. В конце на латине и на суахили. Для усиления я их добавила, потому что это такие некоторые слова-ключи, тексты из песнопений более древних. Добавлены сюда для пущего эффекта. Как проводить? Проводите этот ритуал с 12, то есть 00:00 ночи до 3. Абсолютно обнаженные вы должны сидеть. Нет, я сейчас обнаженной не сижу, потому что мне это не надо. Вы должны быть обнажены. Это раз. Следующий момент. Вот это масло, которое вы намазали на эти 2 свечи, они как бы обнялись, видите, переплелись. Вы этим маслом намажьте себе немного на грудь, поставьте обратно, садитесь, распускайте волосы без каких-либо колец и все снимите, хоть обручальные, чтобы ваше тело было полностью расслабленно и спокойно. Почему проводятся такие ритуалы, желательно обнаженными? Потому что вся страсть и сила вашего тела, вашей души, вашего вот этого вот энергетического поля, она уходит к тому мужчине, которого вы призываете. Хочу вам сказать, что многие мне пишут любовные зазывы, которые я выставила. Кстати, в одних я все-таки закрыла комментарий, потому что мне так осточертело отвечать, что закрылись и, собственно говоря, и заговор. Ну, его можно найти и на моем сайте, можно найти на моем, то есть в моей группе ВКонтакте, это не беда. Можно переписать, если сильно надо. Некоторые говорят, что только собрали алтарь. Кстати, алтарь 500 раз спрашивают, что такое алтарь. Это ткань и стол, где вы делаете ритуал. Это и есть алтарь. Его можно перемещать, можно отдельное место специально выделить. Как вам удобно. Это место, где собирается энергия, где вы садитесь и делаете ритуал. Просите о чем-либо у духов и у богов. Это называется алтарь. Итак, вот это все пособрали. Яна, естественно, всегда печатает. Она вам напечатает, напишет все, по полочкам расставить, что надо купить, чего, не переживайте. И заговоры напечатает, наберет. Она человек такой. Она уже за эти 2 дня все набрала практически. После того, как вы призвали, 6 раз читайте это все. Выпивайте вот этот гранатовый сок. Ждете, пока эти свечи догорят. Как только эти свечи догорели, эту свечу потушите и ложитесь спать.
Извиняюсь, забыла. Очень такую важную деталь. Значит, возьмите какую-нибудь маленькую емкость специальную, его фотографию сожгите на красной свече, подождите, пока пепель немножко остынет, посыпьте вот в этот красный мешок, закройте и положите под подушку. Вы должны это держать под свою подушку, то есть под подушкой столько времени, пока он не позвонит, пока не приедет, пока не встретитесь, одним словом. Когда уже вы встретились, у вас там любовь, морковь, в общем, сумасшествие и так далее, выносите вот этот вот мешок, открывайте, высыпаете его, пепель этой фотографии под дерево, рядом киньте этот мешок, оставьте 6 монет, отвернитесь и уходите без слов. Запомните, много чего надо делать, но это сильный ритуал. А кто не запомнит, подождите текст. Вам все там по полкам разложат. Начнем. Вот разожгли благовоние, значит, вот свечу. Намазали маслом эти 2 свечи. Масло чуть-чуть намазали себе на грудь. Сидим обнаженные. После 12 до 3 ночи. Читаем 6 раз. Ждем, пока вот эти 2 свечи догорят. Пока они горят, за это время фотографию сжигаем на красной свече. Пепель оставляем немного остыть. Потом высыпаем вот сюда, в этот мешок. Этот мешок ложим под подушку и ложимся спать. Этот мешок должен быть под подушкой каждую ночь. Можете потом спрятать, снова ночью положить туда, пока вы не помиритесь. Далее. Вот это всю ночью сделали, легли спать. Почему надо делать ночью? Потому что, как правило, если мужчина ночью спит, то идет вот этот энергетический удар, воздействие на его подсознание. И вы сразу же должны лечь спать. Ни с кем не общаться, не переписываться. Иначе это собьется. Дальше. На следующий день берете горстку монет, прям вот хорошую такую. Значит, у кого в стране нету монет, мой вам совет. Купите камни, откупайтесь всегда, когда нужны монеты, камнями. Значит, монеты берете и вот эту красную ленту. Идете к дереву. Дерево – это как проводник в мир духов, поскольку на деревьях считалось, что живут духи. Понимаете? И вы сразу же передаете в мир духов, то есть потусторонний мир, свое желание. Удар пошел. Вы привязываете эту красную ленту, горстку монет кидаете под дерево и говорите: «Откупаюсь». А здесь после ритуала, когда ритуал уже сделан, в конце вот этот сок надо выпить и лечь спать. В общем, это я сказала, это предупредила. Это он так вот горит из-за масла. Если сильно будет мешать, я, может, его и потушу. Потому что мне-то звать никого не надо. Погодите. Называется зазыв «Огненная стрела», потому что как стрела бьет по сердцу. Читайте 6 раз. Будете читать, вас будет трясти. Такое будет ощущение, что вас за уши тянут вверх. Все ваше тело просто, скажем так, активизируется. Вас будет трясти, вам станет то холодно, то жарко. Терпите и дочитайте 6 раз все, что здесь есть. Слова антифранцузские вам напечатают. Не переживайте. За 7 гор, 7 морей, замок черный посреди огненной реки. На башне того черного замка стоит черная ведьма. В руке держит стрелу огненную. Я той стреле поклонюсь, да скажу: «О ты, стрела огненная, сила неземная, заклинаю тебя, лети туда, куда укажу». Через темные леса, через горы и моря, через межу, между мирами, посреди мира Нави и Яви, подгоняемая страстью и желанием, найди его имя и метко ударь его в самое сердце, сожги его печень, ретивое сердце, горячую кровь и становую жилу. Сожги его душу страстью по мне. От моей тоски мать земля иссохнет.
И ты, его имя, иссохни. Да сгорит твое сердце, изноет душа, тело твое, мое тело возжелает, губы иссохнут от ярой страсти, сгорит твое сердце по мне. Иди, стрела огненная, через навь и явь, и мысли его ко мне направь. На латине. Vis daemonus escomi, picare, adme, o caracoserne, erit anima tua auri, imperium, patentia nigrum, adoleb, idgue vos passion mi, et dabis mi cartuum. Амен. На суахили. Miungu neusi, nile peresente, urendo vecca, cunfi cusa quangua, напенга, кукупенга, аше, аше, аше. Оно пишется в одном стиле, а читается в другом. Можно читать, как пишется. Но, в принципе, я читаю просто, как правильно произносится. Но когда напечатают, можно читать и в таком стиле. Это наречие, несколько наречий на суахили. Вот вы сказали, прочитали 6 раз общее все. Прочитали всей яростью, силой, представили его, положите его фотографию вот так. Смотрите ему в глаза, читайте и смотрите ему в глаза. Все прочитали. Берете гранатовый сок. Ой. Надо до конца, ладно. Для полной картины. Оставляйте свечу догореть. Выпили гранатовый сок. Взяли его фотографию. Значит, сожгли над пламенем красной свечи. И пепел высыпали вот сюда. То есть положили куда-нибудь в емкость, можно пепельницу. Подождите, пока остынет. Берите мешок, посыпьте туда, закройте. Подождите, догорит и это, и слится, значит, благовоние. Потушите пальцами рук, ложитесь спать. Желательно ничего не убирать, но если хотите, можете убрать все. И ложиться, ни с кем не общаясь, ни с кем. Даже если посреди ночи там соседи постучатся за 100 граммом. Легли спать, это положили под подушку. На следующий день взяли горстку монет, взяли эту ленту, пошли, привязали к дереву, монеты бросили и ушли. Когда он к вам придет, уже вы наверняка будете знать, что вы помирились, потому что вы каждый день должны положить это под подушку. Каждый день совершать не надо, но под подушку надо ложить. Когда вы уже помирились, он вернулся, все уже в порядке, отнесите этот пепел, высыпьте возле дерева, положите это рядом, 6 монет положите и уходите. Все. Дело сделано. Всем удачи. Верните своих ненаглядных, раз уж вам так хочется.